Кличко встретился с послом США в Украине Бриджит Бринкс для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности. Однако Зеленский поставил под угрозу проведение парламентских и президентских выборов, внеся в Верховную Раду проект указа о продлении военного положения и мобилизации. Вот так к чему все-таки готовится Кличко? И при каких обстоятельствах могут все-таки пройти президентские и парламентские выборы в Украине? Давайте объективно сначала ответим на вопрос о проведении сегодня, во время боевых действий, во время обстрелов городов, во время сиюминутной работы сирен. Объективно ответим на вопрос, возможно ли организация и проведение выборов в парламент или президент. Ну, давайте честно. Вне зависимости от моего или вашего отношения к тем и к другим. Ну, невозможно. А кто будет нести ответственность за людей, которые будут идти на участок? А если разорвутся снаряды, неважно, те или другие, которые летели или которыми сбивали эти ракеты, и люди погибнут. А если эти снаряды прилетят в эти избирательные участки? А много ли людей пойдет на выборы, будут рисковать своей жизнью? Ну вот объективно. Я тогда еще вам говорил, вы, по-моему, поднимали этот вопрос месяца 3 назад, или 2, или 3, когда впервые он в информпространстве возник, типа Зеленский не хочет выборы проводить. Я тогда еще говорил, а как их проводить технически? Как? Не, ну можно, конечно, голосовать в ДИЕ. Можно. А таким голосованием сейчас родину мать коверкают. Щит сбивают, вернее, со щита эмблему СССР ставят трезуб. Ну, думаю, что избирательная система еще к такому не готова. Поэтому мое мнение, что решение о непроведении сейчас выборов, оно объективное. Именно в силу объективных обстоятельств. Не нужно даже сюда приписывать субъективные. Хочет этого Зеленский или не хочет и так далее. У него сегодня максимальный рейтинг среди других политиков. Прям очень максимальный. Прям отрыв сумасшедший от того же Порошенко. Да, у него не 93 годичной давности или 97 даже. Я не помню, там много было. У него сейчас 60 где-то. Но у других этого не просто нет, а подавно нет. 60 это очень немало. У Байдена 30 в Америке, а у Зеленского 60. Поэтому вряд ли прям сегодня кто-то для него конкурент, если будут прямо сейчас объявлены выборы. Но технически как это сделать? Поэтому я бы не стал здесь искать никаких многих дён, а все-таки согласился с тем, что не на часе. Это нереально. Теперь, что касается встречи мэра Киева с американским послом. Он не в том статусе, чтобы обсуждать с американским послом меры безопасности. Для этого есть верховный главнокомандующий президент. Для этого есть главнокомандующий, это начальник генерального штаба. Есть министр обороны, есть генералитет, повторюсь. Достаточно людей, которые по функционалу своему должны этим заниматься. И которых будут слышать, именно потому, что это их компетенция. Это не компетенция мэра Киева, поэтому это все чухня. Это рассказка его пресс-службы для того, чтобы объяснить, что он туда полез в посольство, что он встречается с послом американским. На самом деле речь идет о, как обычно, его жалобы. Второе, подчеркивается его статус. Помните, мы с вами говорили, что на Западе он имеет достаточную поддержку. Этим подчеркнут его статус. Тем самым очерчена какая-то линия поведения президента по отношению к нему. Там же сейчас дела возбуждаются. По бомбоубежищам мордой повозили. Сейчас эксперты проверили мосты. Говорят, что мосты, оказывается, в Киеве плохие. Помните, мы с вами каждую программу, где Кличко упоминали, я говорил вам, как Кличко ремонтировал мосты в Киеве. Кроме своего этого стеклянного сраного моста, который раскололся под ним с братом, он же ничего не сделал вообще за все годы своего кличковства. Это даже не мэрство, это кличковство. Оно, кстати, так, наверное, в историю войдет. Кличковство. Это когда жопа городу и вот такой вот мэр. Так вот, когда мост Патона совсем стал плохой, знаете, как он его ремонтировал? Он перегородил несколько полос. Просто по ним нельзя было ехать. И все. Все. На годы. Я не шучу, у любого киевлянина спросить. На годы. Похожая ситуация с Южным мостом. В общем, какой мост он назвал? Мост устал, когда мост разрушился. То же самое. Списаны огромные деньги. Это все не просто так. Это же все вокруг Кличко вертится. И сейчас ой, гляньте, давайте разберемся. Как будто раньше это было не видно. Так вот, Кличко побежал и за защитой в том числе. И самое главное другое. Это праймерис.
То есть примеряют. Все равно кого-то прощупывают, примеряют. Кто может заменить президента, если что? Если случится что-то или утомит уже в конец. Примеряют. И плюс это для Зеленского очередная нервотрепка. Типа, чтобы знал, что он не единственный, что незаменимых не бывает, а он тем более не подпадает в разряд незаменимых. Как он так не считал бы. Вот, собственно, вся цель встречи американского посла с Кличко.